Привет, друзья! Сейчас обзор последних новостей Европы. В Германии, в Ганновере приземлился самолет с гражданами Афганистана, при том, что правительство канцлера Фридриха Мерца в последнее время корректирует подходы к миграционной политике. Mercedes-Benz готов заплатить более 100 миллионов евро, чтобы закрыть дизельное дело в Соединенных Штатах Америки. Это напрямую связано с экологическими требованиями ЕС. И это еще не все. Новые официальные данные показывают, что Германия увеличила число отмен дальних поездов, а фактическая пунктуальность оказалась ниже заявленных показателей. А дальше на уровне Европейского Союза принято решение, которое меняет энергетику региона. Согласован полный отказ от российского газа. Позицию Брюсселя формирует команда Урсулы фон дер Ляйен. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии вновь приземлился самолет с группой афганцев, которые приехали по ранее выданным разрешениям на въезд. Самолет со 141 человеком на борту приземлился в аэропорту Ганновера, сообщили в Федеральном министерстве внутренних дел. Все пассажиры прибыли из столицы Пакистана Исламабада, и им раньше уже были подтверждены права на въезд в Германию в рамках программ по гуманитарному приему. Среди прибывших это семьи и люди, которые участвовали в так называемых федеральных программах приема, предназначенных для тех, кто считается особенно уязвимым или получил гарантии на въезд от немецких властей. Несмотря на то, что правительство Германии ограничило запуск новых программ приема, ранее взятые обязательства продолжают выполняться, и люди с уже выданными подтверждениями въезжают в страну. Эта ситуация активно обсуждается в Берлине и в других регионах Германии. Правительство канцлера Фридриха Мерца в последние месяцы, напомню, ужесточило миграционную политику, стремясь сократить общий приток мигрантов и ограничить крупные гуманитарные программы, но при этом обставляют в силе обязательства по тем случаям, где уже были выданы официальные разрешения. Вопрос миграции остается одной из ключевых тем внутри политики страны и регулярно обсуждается в политической и общественной среде. На уровне Европейского Союза миграционная политика тоже стоит в центре внимания. Страны ЕС обсуждают общие подходы к управлению границами, распределению людей, ищущих убежище, и гуманитарными программами, стремясь найти тот баланс между административными, правовыми и социальными задачами. В этом контексте Германия, как крупнейшая экономика в Европейском Союзе, продолжает играть важную роль в формировании общей европейской позиции по миграции и интеграции. Следующая новость имеет большое значение для Германии. Крупнейший немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сделал важный шаг к закрытию многолетнего юридического спора в Соединенных Штатах Америки по поводу превышения разрешенных норм токсичных выбросов в дизельных автомобилях. Компания сообщила, что согласовала с несколькими штатами США выплату, внимание, более 102 миллионов евро в качестве соглашения, чтобы окончательно уладить претензии по так называемому дизельному скандалу в Америке. Эти договоренности требуют еще одобрения судов, но они закрывают большую часть тамошних гражданских разбирательств по делу. Речь идет, напомню, примерно о 250 тысяч дизельных автомобилей Mercedes, в которых американские власти и генеральные прокуроры штатов усматривали превышение допустимых выбросов отработавших газов, аналогично расследованиям, которые десятилетия назад потрясли весь сектор в Европе и США. Компания отвечает, что уже давно внедрила обновленное программное обеспечение для соответствующих машин и таким образом приблизила их к требованиям по экологии. Этот шаг происходит на фоне продолжающегося внимания к вопросам экологии и автомобильной промышленности как в Германии, так и в Европе в целом. В ЕС и в Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца автомобильный сектор сталкивается с жесткими требованиями по выбросам и переходом к электромобилям, а подобные судебные процессы подчеркивают, как экологические стандарты становятся все важнее для производителей. В Европейском Союзе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно отмечала важность контроля за выбросами и соблюдением экологических стандартов в транспортном секторе, что делает такие юридические и финансовые шаги автоконцернов частью общей стратегии ЕС в сфере климата. Следующая новость связана с обсуждением вопроса удобства для жителей Германии. В Германии ситуация с железнодорожным транспортом продолжает привлекать повышенное внимание. Новые данные показывают, что число отмененных дальних поездов в 2024 году почти, внимание, удвоилось по сравнению с 2020 годом. Сейчас примерно каждый 20-й поезд дальнего следования в Германии вообще не выходит в рейс, а процент поездов, которые частично не доезжают до конечного пункта, вырос до 7,3%. Эти данные содержатся в отчете Федерального сетевого агентства Германии, которое анализирует работу всех железнодорожных компаний.
В отчете отмечается, что официальная статистика пунктуальности не учитывает отмененные поезда, поэтому реальная ситуация еще хуже, чем кажется по стандартным отчетам. В 2024 году, внимание, около 59% поездов дальнего сообщения Deutsche Bahn приходили вовремя, что стало самым низким показателем за последние годы. Руководство компании, которое обеспечивает подавляющее большинство таких рейсов, говорит о примерно 62,5% пунктуальности, но это все равно намного ниже целевых 65-70%, которые ставились раньше. Эксперты выделяют несколько причин увеличения числа отмен и задержек. Среди них устаревшая железнодорожная инфраструктура, технические неисправности, нехватка персонала и масштабная строительная работа на ключевых маршрутах. Многие из этих проблем требуют долгосрочных инвестиций и ремонта путей, что отражает более широкие вызовы, с которыми сталкивается транспортная система Германии. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца уже обсуждает необходимость модернизации железнодорожных сетей и увеличения финансирования инфраструктуры, чтобы повысить надежность перевозок и снизить число отмен. Это входит в более широкую транспортную стратегию, согласованную и с партнерами в Европейском Союзе, которые тоже призывают к укреплению ключевых транспортных коридоров в Европе. Пока пассажирам приходится учитывать частые отмены и задержки, и в ближайшие перспективы эксперты не ожидают быстрого улучшения ситуации, а для возвращения к более высоким стандартам пунктуальности потребуется несколько лет плановых инвестиций и реформ. На этом основные события дня не исчерпываются. В Европейском Союзе согласован, внимание, четкий график постепенного прекращения импорта российского природного газа. Это решение было принято после долгих обсуждений в Брюсселе, и теперь ЕС движется к тому, чтобы перестать зависеть от поставок голубого топлива из России к концу 2027 года. Согласно этому соглашению, новые контракты на поставки российского газа и сжиженного природного газа СПГ будут запрещены с 1 января 2026 года. Существующие краткосрочные договоры должны быть прекращены до 17 июня 2026 года, а долгосрочные контракты на СПГ до 1 января 2027 года. Трубопроводный газ по долгосрочным соглашениям постепенно прекратят поставлять не позднее 30 сентября 2027 года, а в крайнем случае 1 ноября 2027 года. Это поэтапная стратегия, это часть общей энергетической политики ЕС под руководством председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленная на укрепление энергетической независимости Европы, развитие альтернативных источников энергии и снижение зависимости от внешних поставщиков. Для Германии, крупнейшей экономики ЕС, это важное экономическое и стратегическое решение. Под руководством канцлера Фридриха Мерца в Берлине продолжают работу над диверсификацией поставок энергии, развитием возобновляемых источников и наращиванием хранилищ, чтобы минимизировать риски, связанные с отказом от российского газа. Немецкие власти также координируют шаги и с партнерами в Европейском Союзе, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в переходной период. Еще несколько лет назад, напомню, российский газ составлял значительную часть энергетического баланса Европы, но благодаря совместным усилиям, запасам природного газа в хранилищах и увеличению импорта СПГ из других регионов, доля России в поставках резко сократилась. Этот график представляет собой не только политическое решение, но и практический план, который должен вступить в силу в ближайшие 2 года и существенно изменить энергетическую систему всей Европы. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.